Ребят, всем привет! На связи Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Мы сейчас находимся в торговом центре Китая, но не переживайте, осторожно. Но не переживайте, мы не собираемся делать обзор на какие-то умные часы или драгоценности китайского производства. Сегодня будет обзор на электромобиль Neja V. Ребят, на нашем канале был краткий обзор уже на автомобиль Neja U. Сейчас мы вам хотим показать более подробный обзор на автомобиль Neja V. Это бюджетный автомобиль. Стоимость озвучим в конце, как обычно по традиции. Но сейчас мы вам хотим рассказать о интересных моментах, которые есть в этом автомобиле. Предпродажный образец, он весь в пластике, но тем не менее, давайте посмотрим, что здесь есть. Есть огромнейший монитор. Ребят, напоминаю, это бюджетный автомобиль. Давай, наверное, цену сразу озвучим, чтобы было парням было понятно, на что смотреть. Стоимость данного автомобиля начинается от 60 тысяч юаней. Максималка 75 тысяч юаней. Базовая комплектация от максимальной отличается лишь обивкой салона. В базовой комплектации велюр, здесь кожзам. И также наличием круиз-контроля. Интересный очень дизайн руля. Это у нас такой продолговатый овальный руль. Я считаю, что это современный руль. Ножной ручник. Чтобы его отжать, нужно сильно надавить и отпустить. Выжимаем тормоз теперь уже обычный и лепестком вниз на драйв. Все, поехали. Синзай. Вот регулировки руля не хватает, да. Абсолютно. Руль удобный, приятный на ощупь. Мне нравится еще подлокотник вот этот. Угу. То есть он здесь в тему все-таки. Он, да, он прям вот комфортно вот расположен, прям под твоим локтем. Немного такое ощущение непривычное, да, что приборная панель такая узкая, маленькая получается. Но на ней же вся вот информация важная есть. Да, вся информация есть вроде как, и ну, прикольно так выглядит, интересно. Дизайнер автомобиля, скорее всего, был фанатом Теслы. Есть небольшие моменты, которые напоминают на схожесть со старшим братом. Да? Это отсутствие приборной панели стандартного вида. Здесь она вынесена вот сюда в виде такой полосы узкой. Это, опять же, вертикальный большой дисплей. И переключение передач при помощи лепестков на руле. С правой стороны у нас переключение передач. С левой стороны управление освещением, управление дворниками и омыв стекол. На руле с левой стороны в максимальной комплектации имеется управление круиз-контролем. С правой стороны управление мультимедией и голосовым помощником. В бюджетном автомобиле имеется голосовой помощник, представляете? Честно говоря, немножечко поражает. Ребят, есть такая большая 13-дюймовая панель мультимедийная, на которой, соответственно, есть все необходимые функции. Но, к сожалению, она заблокирована. И также она была заблокирована в версии, на которой мы сделали тест-драйв. Менеджер говорит, что активируется только для покупателя. Интересный момент. У данного автомобиля имеется пожизненная гарантия на батарейку первому покупателю. Пожизненная гарантия на батарейку. Так, прям холодно, прям очень сильно. Слушай, здесь получается два дефлектора, которые сразу на тебя дуют. Ага. На руки. У тебя там два дефлектора сразу, ни приборки, ничего нету. Сразу... И они прям дуют тебе на руки. То есть вот, даже куда его? Сейчас он максимально стоит туда.
Вот так закрыл, да? Все, закрыл. Так, давай сейчас спорт переключим. Вот S поставили S. У него было 6 голосовых аппаратов, несмотря на дешевую подвеску. Движок сильно слышно. Да. Очень сильно свистит. Надо будет посмотреть, мне кажется, под капотом просто нету шумки, да? Да в целом здесь шумка Шумка не очень хорошая. не очень. Короче, у них получается эта система, здесь какая-то подписка есть. У него подписка, и, соответственно, без этой подписки ты не можешь зайти никуда. Музыку можно? Даже музыка, да, вот. Не карта получается. Сейчас он подключит телефон, что-то хочет показать нам. Надеюсь, не музыку включить. А то сейчас мультимедиа просто покажет нам. Сейчас я включаю за кулисами. За кулисами. Он включает сейчас за кулисами. В салоне все минималистично. Кроме большой мультимедийной панели, здесь снизу мы видим есть кнопка аварийной сигнализации, USB и 12-вольтная розетка. И снизу небольшая маленькая полочка. Есть полочка для телефона. В базовой комплектации она не имеет беспроводную зарядку, в максималке есть. Посередине имеется ниша. Здесь у нас подстаканник, который, опять же, без выдвижных упоров почему-то. На первый взгляд может показаться, что в данном автомобиле нет подлокотника. Но это не так. Он есть. К сожалению, тут все запаяно у нас. Но вот такой выдвижной подлокотник, который, кстати говоря, как мы заметили при тест-драйве, очень удобный. Бардачок среднего размера, не маленький и не большой. Освещение сенсорное. Ребят, опять же, автомобиль бюджетный автомобиль, и здесь сенсорное освещение, но сзади освещения нету, только спереди. Честно говоря, поражает. Пока поражает все. В козырьках есть зеркало, ребята. Не удивлюсь, если она еще с подсветочкой. Нет, без. Так, а у пассажира? У пассажира тоже зеркало есть. И тоже без подсветочки. С правой стороны от зеркала имеется USB разъемчик, который предназначен для видеорегистратора. Естественно, в этом автомобиле встроенного регистратора нету, но производитель позаботился о том, что вы в дальнейшем купите регистратор, прицепите его на стекло, и у вас не будет ничего висеть вот в этом месте, как это обычно у нас происходит. На торпеде есть 6 дефлекторов, 2 из них направлены на стекла и по 2 на пассажира и водителя. Здесь есть небольшой момент. Когда мы делали тест-драйв, я заметил, что дефлекторы дуют вам прямо на руки. И при включенном кондиционере это немножечко некомфортно. Правый дефлектор мне пришлось закрыть полностью, для того, чтобы он не отморозил мне пальцы. В дверях водителя имеется автодоводчики стекол, настройка зеркал, блокировка дверей и блокировка стеклоподъемника. Еще одной интересной особенностью данного автомобиля является отсутствие ручника. Как многие, наверное, из вас уже заметили, обратили внимание, в привычном месте его нету. Как вы думаете, где он? Его переместили вот сюда под левую ногу. Нажимаем и отпускаем ручник. После этого автомобиль может перемещаться. Интересное решение. Спорные ощущения, честно говоря, от этой вот маленькой узкой такой приборной панели. Вроде как она узкая, маленькая, все на ней есть. Есть скорость, есть температура за бортом, да, есть оставшаяся дистанция, оставшаяся пробега, есть датчик рекуперации. Вся информация, в общем, есть. Даже вон колеса даже на машине показывает. Но вот эта узкая полосочка мне как-то вызывает такие спорные ощущения какие-то. А вот мне нравится. Так, смотрим радиус. Я сейчас максимально влево повернул. Радиус маленький. 2 полосы. Да. Радиус небольшой. Разгон не очень. Сейчас мы находимся в минимальной комплектации, базовой комплектации, которая стоит 60 тысяч юаней. Здесь не кожаный салон, здесь минимальное качество. Этот автомобиль проезжает 300 километров на одном заряде. Двигатель слабенький стоит. Посадка комфортная, руль удобный, информативный. Ну и подвеска, кстати, нормальная, не жесткая.
не жесткая. Но я ее слышу прям хорошо. Шумки потому что нету. Зеркала вот маленькие. Обзор не очень такой большой, хороший. Не может же быть все так хорошо, да? Вот давайте возьмем высокого человека, такого как я, 1,85 м, и который хочет комфортно ехать. Вот моя комфортная посадка. Вот в таком положении я готов перемещаться на длинной дистанции. А что же будет сзади? А сзади, ребят, все не очень хорошо. Такому человеку, как я, будет здесь очень тесно. Ну, придется ехать как-то в раскорячку. Мы сейчас делали тест-драйв в автомобиле за 60 тысяч юаней. Это была базовая комплектация с велюровым салоном. Там кармашки сзади отсутствуют, а здесь есть. Задний ряд ничем не примечателен. Нету ни USB разъема, но, кстати, есть ниша под USB разъем. В максимальной комплектации здесь будет USB разъем для подзарядки вашего телефона. В отличие от E-Star, ребята, здесь есть ручки. Если за рулем будет Шумахер, вы можете спокойно ехать и держаться. Они с обоих сторон. По высоте, в отличие от Сыхау, от Соло E20X, где я не мог сзади сидеть, здесь вполне хватает высоты. Если говорить о косячках, посмотрите на эту дверь. Здесь нету ниши для бутылочек и для мусора, который любят бросать наши дорогие детки и жены. Может быть, кстати, в этом и плюс. На заднем ряду есть стеклоподъемники. Обратите внимание, стекло опускается не до конца. На ручке водителя имеется кнопка центрального замка, которая запирает полностью весь автомобиль. Автомобиль даже в минимальной комплектации открывается с приложения. Есть приложение для этого автомобиля. Опять же, повторюсь, ребят, 60 тысяч юаней, и автомобиль оснащен приложением. Как они это делают? Вот как? Зеркала не очень большие. Сейчас при тест-драйве мне немножечко не хватало картинки. В принципе, посадка высокая. Вот я даже сейчас опустил кресло в самый низ. Я высоко сижу. И нога не упирается особо. То есть есть как бы свободный запас для моих длинных ног. Нет, нормальная подвеска. Ага, окей. Ну смотри, катится машина назад. Моя тоже катится. Да? Моя не стоит. Не хватает, получается. Нет. Мощности двигателя не хватает. Просто нету этой функции. Она не держит. Она просит, чтобы я нажал тормоз. Либо нажал на газ. Окей. Не, мне нравится лишь ускорение. Как по сравнению с твоей машиной? Нет, подтупливает. У меня чуть быстрее. Ну и слышно ее. Это, конечно, такое. Но справедливости ради, машина большая по объему, но ведь больше, чем моя. Больше. Больше. Багажник есть хороший? Есть. Ну, я, конечно, балдею сейчас вот от формы руля. Прям вообще супер. Мне нравится такая форма руля. Это современная, это удобно. Мне классно. Лепесточки очень близко находятся, удобные, да? Для поворотников, для скорости. Не как в Чили EQ5 тебе приходилось там аж руку туда сусувать. Мне нравится внешне, как машина выглядит. Вот если ее не трогать, она прям вообще классная. Зарядки. С левой стороны у нас разъем переменного тока, стандартный китайский разъем. Данным разъемом автомобиль в базовой комплектации заряжается за 10-12 часов, в максимальной комплектации заряжается за 6-8 часов. Кстати, ребят, если вы помните, в Chery EQ5 мы мучились при открытии лючка этого. Здесь все вполне хорошо себе работает. С правой стороны расположен порт быстрой зарядки постоянным током.
Автомобиль заряжается от 0 до 80% за 20 минут. Заглянем под капот. Как во всех премиальных авто, коим не является автомобиль Netto V, в этом автомобиле закрыт полностью весь отсек двигателя. То есть он для сервисного центра. Здесь есть только Горловина. доступ к омывайке и есть доступ к аккумулятору. Все остальное для сервисного центра. Почему сделано так? А потому что компания Neja предоставляет пожизненную гарантию первому владельцу на батарею. Кстати, отсутствует шумка. Когда мы делали тест-драйв, мы заметили, что очень слышно двигатель. Светодиодное освещение габаритных огней. Здесь же имеется у нас поворотник. Повторителей поворотников в зеркалах нету. Они вынесены на арку. Мотор как в базовой комплектации, так и в максималке один. Передний привод. В базе это 40 кВт и 110 Нм крутящего момента. В максималке 55 кВт и 175 Нм крутящего момента. Батарея 31 кВт-час, которой хватает на 300 км пробега по циклу NEDC. В максималке 38 кВт-час. Ее хватает на 400 км по циклу NEDC. Как в базе, так и в максималке здесь установлены 15-дюймовые колеса. На передних колесах установлены дисковые тормоза, сзади барабанные. Сзади торсионная подвеска, спереди McPherson. Багажник, ребят. Объем багажника 335 литров. Есть вот такая ниша. Ниша приклеена. То есть сюда убрать ее и поместить запаску, ну, в принципе, можно, но придется вырвать вот эту часть. Складывается, естественно, задний ряд. Для этого имеются здесь вот такие вот ремешки. Потянули и откинули. Это неровный пол, поспать здесь не удастся. Но, тем не менее, багажник увеличивается, и в таком виде объем его составляет 552 литра. В комплекте с автомобилем идет зарядный блок, с помощью которого вы можете заряжать автомобиль от бытовой сети. Клиренс данного автомобиля составляет 15 сантиметров. Ребят, опять же, у бюджетного автомобиля сзади имеются уже в стоке два партроника и камера заднего вида. К слову сказать, камера заднего вида очень хорошая. Картинка нам понравилась. В сравнении с некоторыми моделями средней ценовой категории она выглядит очень выигрышно. Смотри, какой черный классный цвет. Он как будто бы оледовский, в отличие от центрального. Да непонятно, что теперь центральным с этим. Он за кулисами пытается его настроить, и что-то у него ничего не выходит. Не потыкать опять ничего. Я сейчас маленько подсбавлю, посмотрим, как она в горочку пойдет. Чуть-чуть и тяжеловато, да, Леша? Так, это версия 300, 40 киловатт. И батарейки обычные, да? Литиновые. Здесь литий-фосфатные. Литий-фосфатные, наоборот. 300 километров делает. Стоит 60. Большой кузов. То есть, опять же, разница между Чинаном в 200 тысяч рублей. Но ты тут уже получаешь... Сколько всего? По сравнению с Чинаном за 200 тысяч разница. Кузов побольше, удобств побольше, мультимедиа полноценная. Как тебе руль? Я очень балдею. Мне это форм-фактор этот очень нравится. По управляемости он хороший, информативный, не болтается. Не ощущается, будто маленькая машина. Как тебе сзади кочки? Ямы? Да, нормально. Педаль тормоза очень отзывчивая. Да, нормально, нет. На 40 киловаттах. Хватает, ей хватает на самом деле. Где-то, видимо, в городе, по крайней мере, ускориться, уйти на обгон, подрезать кого-нибудь. Нормально. Сейчас специально газанул, значит, на мокром асфальте. Была пробуксовка, машина поймала.
не ушла в занос. Проконтролировала система. Видимо, что-то здесь умненькое стоит все же. Говорить о высоком качестве дверей я не буду в силу цены данного автомобиля. Это база все-таки, да? Двери, конечно, легкие. Шумка здесь не очень хорошая. Шумка, я бы сказал, плохая. Но, тем не менее, ребят, это бюджетный автомобиль. Если бы здесь была бы еще и шумка хорошая, я бы удивился. Ну только что, поехал, что ли, уже? Да, так я же ее купил. Забираешь? Да, конечно. Если бы кредит дали, я прямо сейчас бы забрал. Вон, при мне 2 девочки забрали эту машину. Как тебе машина понравилась? Да, мне очень понравилось. Но вот это опять же тот случай, когда в Китае любят, точнее нет, умеют сделать соотношение цены и качества. Согласен. Ну вот есть к чему придраться, но когда ты такой думаешь, блин, так это всего 60 тысяч юаней, на минуточку, для некоторых работяг в Китае это, 6 зарплат всего. Ладно, эмоции эмоциями, давай. Какие плюсы и минусы? Минусы, конечно же, да это так тяжело, это же, она же 60 тысяч юаней стоит. Какие минусы, я тебя умоляю. Ладно, окей, есть минусы. Почему нельзя сделать нишу для бутылочек и прочее на задних сиденьях? Ну вот могли. А не сделали. Нету центрального подлокотника. Не подлокотник, а бардачок центральный. Как тебе вот этот монитор? Какие ощущения вызывает? Мне нравится. Мне понравилось, когда мы заехали в туннель. Он весь такой стал черный абсолютно. Он информативный. Как ни крути. Я люблю смотреть прямо всегда, когда веду машину. И в этом случае здесь я не смотрю там на батареечку, там что-то еще вниз, не опуская глаза. Интересное решение в проекции на стекле, да, только они вот сделали раз вот так вот это все вынесли. Руль. Электроусилитель просто бомбический. На месте, пальчиком. Есть, Леха, минус. Подочечник где? Где подочечник? Боль. Они у Ливана научились, что ли? Так, наверное. Как тебе изменения в ручнике? В том, что они убрали? Не, ножник тема классная. Здесь пространство, ничего не надо, и это прям хорошо. Я люблю ножники. Ты же в любом случае на данном автомобиле не будешь дрифтовать. Так что, Мне как семейному человеку, конечно, очень понравился объем багажника. Все-таки 335 литров в этой машинке, хэтчбэк, и в Neja U. Багажник одинаковый по размеру. 170 тысяч, 60 тысяч. Багажник равный. Дизайн симпатичный. Я думаю, качество исполнения тоже неплохое. Все-таки они борются за своего покупателя. Не зря они дают большую гарантию на ЛКП, пожизненную гарантию на батарейку. За двиган не уверен. Но тоже, думаю, там минимум лет 8. Ребят, ну что, Китай в очередной раз доказал нам, что можно делать качественные вещи по вполне доступным ценам. Я считаю, что данный автомобиль получился идеальным в соотношении цены и качества. По качеству он переплюнул даже многие автомобили среднего уровня. Но спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.